Добрый день, уважаемые коллеги, меня зовут Дмитрий, и это второе видео из серии видео, посвященных разработке модели в SimCenter Mizim. В данном видео мы познакомимся с инструментами оптимизации, которые представлены в SimCenter Mizim на примере нашей модели распределительной сети, пневматической распределительной сети. Соответственно, для того, чтобы начать изучать этот инструмент, собственно говоря, решать задачу, ее нужно поставить. Задача ставится следующим образом. Нам необходимо подобрать наименьшие диаметры труб и наименьшее давление в газораспределительной станции для того, чтобы обеспечить минимальное давление, равное 1,5 барам для каждого из участников потребления, для каждой из труб. И в то же самое время каждый из участников потребления должен обладать массовым расходом не меньше, чем 2,2 грамма в секунду газа. Соответственно, так как мы построили уже модель и можем ее симулировать, можем ее считать, можем различные сценарии прокатывать, у нас самый нагруженный сценарий, когда открыты все, собственно говоря, источники потребления. Да? И как мы можем видеть, самый последний из источников потребления обладает наименьшим давлением, то есть тот источник потребления, который наиболее отдален от газораспределительной станции, собственно говоря, обладает наименьшим давлением и обладает наименьшим расходом. Соответственно, если мы подберем такие параметры минимальные для диаметров и давления, которые будут удовлетворять вот этот вот участник, самый последний, то автоматически все остальные участники будут точно так же удовлетворять этому условию. Соответственно, в SimCenter Mizim существует вкладка после того, как вы провели симуляцию Study Manager. В данном инструменте присутствуют две вкладки Parameters и Studies. Вкладки Studies мы перейдем чуть позже. Вкладка Parameters, собственно говоря, отвечает за то, какие параметры мы вносим сюда, которые будут варьироваться. То есть это параметры, которые мы вносили на третьем шаге и задавали их в каждый из компонентов. И, соответственно, outputs, то есть наши отклики, респонсы, функции, которые мы, собственно говоря, будем оптимизировать, да, то есть для которых мы будем, собственно говоря, накладывать какие-то условия. Что мы делаем? Мы из Global Parameters переносим, соответственно, диаметр труб, переносим длины трубопроводов, и также мы переносим давление в газораспределительной станции. Вот здесь вот 3 бара. Почему я еще вынес, помимо давления в газораспределительной станции и диаметра трубопровода, еще и длины различных участков трубопровода. Дело в том, что первым делом мы проведем так называемый анализ, который называется анализ построения плана эксперимента или design of experiments. Суть данного действия, собственно говоря, заключается в том, чтобы определить, какой вклад данные параметры вносят в наши outputs, наши функции, собственно говоря, которыми будет выступать расход и давление вот на этом самом последнем участке. И, соответственно, на основании этого мы будем уже понимать, какой нам параметры нужно, собственно говоря, в первую очередь оптимизировать. Какой из этих параметров носит наибольшее влияние, да, собственно говоря, на отклик. Но я думаю, что становится понятно, что в данном случае задача уже состоит не в оптимизации какого-то одного параметра, да, а оптимизация уже нескольких параметров, подбор какого-то набора решений, потому что мы, например, можем сделать больше диаметр трубопровода, но, например, меньше давление газораспределительной станции, или наоборот, больше давления газораспределительной станции, но меньше диаметра трубопровода. То есть это пример многокритериальной оптимизации. То есть у нас много решений, которые будут удовлетворять, в принципе, условия, которые мы с вами поставим на эти функции. Соответственно, вот как раз-таки это самое решение мы будем в дальнейшем делать в P7, потому что P7 позволяет отобразить в тех же самых параллельных, например, координатах варианты, собственно говоря, решения, и выбрать мы можем из этих вариантов наш наиболее подходящий, скажем так. На второй стадии нашего решения будет, собственно говоря, проведена оптимизация, и мы перейдем к ней чуть позже. Далее мы должны вынести outputs. Соответственно, это давление и расход нашей распределительной станции. Собственно, давление, вот оно, pressure at port 3, и расход, но он у нас с минусом. Соответственно, мы их как раз-таки вот сюда вот переносим в simple outputs и выносим давление. Что такое compound outputs? То есть мы имеем определенные функции, но мы можем внести в них определенные изменения. Мы, например, можем площадь под графиком изучать, то есть взять производную этих функций. Или мы можем определить какой-то глобальный максимум или минимум данной функции, чтобы он на каком-то интервале его определил, или в целом его определил. Для того, чтобы ознакомиться со всеми этими функциями, можно зайти в help и вписать такое слово, как, например, globmax. И здесь, соответственно, представлены вот эти вот набор всех функций, которые присутствуют, которые можно вписать в compound outputs, например, глобальный максимум функции или глобальный максимум на каком-то интервале, restrict, так называемый, или value в какой-то момент времени. То есть все эти функции вы можете, собственно говоря, вот в тех же самых compound outputs прописывать и каким-то образом вносить изменения вот в данные функции, которые по дефолту представлены, собственно говоря, в Mizim. Мы с вами вынесем сейчас 4 функции, 4 compound outputs. Я чуть-чуть позже объясню, почему именно 4, и сделаем следующим образом. Соответственно, первый compound outputs это B6,
pressure, glob mean. Второй B6, flow rate, glob mean. И остальные два это, соответственно, B6 pressure constraint и B6 flow rate constraint. Теперь вносим экспрессионы. Мы, соответственно, пишем название. Можем написать, например, здесь pressure, здесь mass flow rate. И, соответственно, для flow rate у нас это будет минус mass flow rate. Здесь тоже будет минус mass flow rate. А здесь будет pressure и pressure. Значит, что я с вами сейчас на данный момент сделал? Я задал определенные названия нашим простым simple outputs и использовал их в compound outputs. Соответственно, я ввел 4 compound outputs. Это pressure glob mean, pressure glob mean и flow rate glob mean. И то же самое для constraint. Дело в том, что когда мы будем с вами проводить оптимизацию, мы будем ставить условия, так называемые objective, для глобминов, что мы их будем как бы минимизировать, и в то же самое время мы их должны ограничить. А для того, чтобы их ограничить, нельзя одновременно и оптимизировать, и ограничить. К сожалению, это и в Emizim так, и в P7. Для этого я создаю идентичные абсолютно compound outputs, которые я, собственно говоря, буду ограничивать. Это как раз-таки constraint, называется ограничение, то есть для давления и для расхода. Также я ввел определенные изменения, то есть минусы поставил для mass flow rate, потому что вы видели, может быть, что mass flow rate здесь, он отрицательный, как можно видеть, да. И в то же самое время, последний момент, я не использовал никаких формул, например, glob mean, какое-то конкретное значение в конкретный момент времени, это я ничего не использовал, потому что по дефолту сюда записывается значение данной функции в самый последний момент времени. То есть в данном случае я провожу исследование на 10 секунд, в самый последний момент времени 10 секунд будет записано сюда в качестве значения. Как можно видеть, это уже установившееся значение, которое является самым минимальным, да, по сути. Соответственно, настройку здесь мы выполнили. Дальше мы переходим во вкладку Studies. Нажмем ОК, чтобы просто сохраниться. И перейдем во вкладку Studies. Соответственно, во вкладке Studies мы можем создать определенные исследования, про которые как раз-таки я хотел бы сейчас очень быстро поговорить. Первым делом мы проведем исследование Design of Experiments. То есть мы построим план эксперимента. После этого на основании граничных условий, на основании тех, собственно говоря, параметров, которые мы будем использовать в нашей оптимизации, мы проведем оптимизацию, которая может быть представлена двумя методами: NLPQL и так называемый генетический алгоритм. Их особенности я расскажу в процессе, как мы к ним подойдем. И также мы проведем так называемое исследование Монте-Карло, построенное на формировании области случайных точек по определенному распределению. Да? Это может быть либо там случайное, либо латинским гиперкубом, либо оптимизированным латинским гиперкубом. Это на данный момент не так важно. Смысл в том, что мы можем на основании определенного, например, нормального распределения какой-то переменной, если она у нас существует, в частности для пневматических компонентов, такое вполне часто бывает, в том числе для газораспределительных станций, мы можем определить, с какой вероятностью у нас произойдет такое-то, такое-то событие. С каким процентом может случиться так, что наша газораспределительная станция не будет обладать каким-то вот конкретным давлением, которое мы приняли, да, а будет, например, обладать давлением чуть меньшим. Что тогда будет с нашей системой? С какой вероятностью там давление, например, газораспределительной сети упадет меньше 1,5 бара? Или расход упадет какого-то меньшего значения. Соответственно, перейдем к построению плана эксперимента, к изучению решения на основе Design of Experiments. Назовем это DOE, Design of Experiments. Смысл данного исследования, я еще раз повторюсь, заключается в том, чтобы определить, каким образом, какое влияние оказывают те параметры, которые мы здесь с вами вводили, на наши выходные параметры, которые мы снизу с вами определили в виде функций. Соответственно, существуют различные техники Design of Experiments, построения плана эксперимента. Самое для нас подходящее в данном случае это полнофакторный эксперимент, смысл которого заключается в том, что у нас будет то количество ранов, то количество запусков, то количество экспериментов, равное 2 в степени, собственно говоря, количества этих входных самых параметров, которые мы будем использовать, а их будет 4. В данном случае у нас будет, соответственно, 16 ранов. Диаметр у нас дефолтное значение 25, пусть он будет варьироваться от 15 до 35 в результате этого плана эксперимента. Длины наших участков будут от 10 до 50 метров. И, соответственно, давление в нашей газораспределительной станции от 1 пусть будет до 10 бар. А в качестве наших аутпутов, то есть функций, которые будут исследоваться, это, соответственно, flow rate и pressure на 6-м вот этом вот участке. В результате можно видеть сформированную матрицу нашего плана эксперимента, и мы можем запускать данное решение на расчет. Для того, чтобы проанализировать данное решение, что мы вообще получили, существует
инструменты в Design of Experiment. Самое главное — это Effect Table, или так называемая таблица регрессионных коэффициентов. В данном случае представлена по строкам, соответственно, наши параметры, которые мы до этого вводили, и отклики, соответственно, flow rate и pressure. Мы видим, что если мы увеличиваем в данном случае, например, диаметр, то это оказывает определенное влияние на flow rate и на давление. Соответственно, регрессионные коэффициенты в данном случае равны 1,5 и 1,3. С другой стороны, если мы увеличиваем длину участка L1, то это уменьшает, наоборот, расход flow rate и уменьшает давление. Увеличение участка L2 повышает flow rate, немножко снижает расход. А давление газораспределительной станции оказывает, как мы видим, наибольшее влияние при увеличении на flow rate и на давление нашей сети, то есть на самом последнем вот этом вот участке. Соответственно, построение плана эксперимента позволяет нам определить, как мы видим, какие параметры нам в первую очередь нужно использовать для нашей оптимизации и, в принципе, их учитывать в нашем дальнейшем исследовании, какими можно пренебречь, в частности, L1 и L2. В случае, если у вас будет огромная модель, в которой огромное количество параметров, в которых можно очень просто запутаться, это исследование крайне необходимо. В данном случае я его показал, чтобы вас с ним познакомить, и для того, чтобы наглядно определить, что, в принципе, L1 и L2 мы можем выкинуть из данного исследования, потому что оно не оказывает существенного влияния на наши выходные функции flow rate и pressure. Мы будем концентрироваться на диаметре и давлении. Как мы видим, давление оказывает большее влияние, чем диаметр в данном случае. Следующий инструмент, который нам позволяет, собственно говоря, определить самые граничные условия, называется это плот, который я уже открыл. Здесь, по сути, выводятся просто графики, в которых существует различное множество количества, и нас интересует непосредственно plot type, так называемый main effect диаграмм. Это диаграмма, которая показывает, каким образом фактор влияет, в данном случае диаметр, влияет на наш отклик response flow rate. Выведем этот график и выведем все остальные, как диаметр влияет на давление и как, соответственно, влияет давление нашей газораспределительной станции также на flow rate и на давление. Соответственно, что мы здесь можем с вами видеть? Каким образом мы можем определить эти самые граничные условия? То есть мы видим, что 1,5 бара, в данном случае наше ограничение по давлению, которое присутствует здесь, на данном графике и здесь, оно лежит в определенном диапазоне диаметра. В данном случае здесь диаметр, а здесь давление газораспределительной станции. Соответственно, диаметр должен быть определенно не меньше 18 мм при прочих равных. То есть, может быть, у нас диаметр будет там 18 мм, но при этом у нас там давление будет, не знаю, 10, да? Но мы прекрасно понимаем, что это там самый такой нагруженный, самый неоптимальный случай, наверное, да, в каком-то смысле. Поэтому минимальное ограничение в данном случае это будет 18 мм. В свою очередь, по давлению мы видим газораспределительной станции, что 1,5 бара на отклике у нас при 2,5 баров на газораспределительной станции возможно. То есть нижние границы у нас будет 18 и 2,5. В свою очередь, что касается расхода, мы видим, что если мы используем данные границы, например, 18 и 2,5, то расход у нас уже здесь как бы по дефолту 5 и тоже около 5, чуть меньше 5. Соответственно, наше решение, скорее всего, находится вот в каком-то вот в этом диапазоне. Мы его уже определили. Оно не может быть меньше вот этих вот значений 18 и 2,5, ну, точно никак. Соответственно, также мы в качестве граничных условиях с правой стороны там выберем, не знаю, например, вот самый нормальный вариант 35 диаметр, да, и давление там, 10 бар, потому что наш дальнейший алгоритм, который я буду показывать, он будет как раз-таки двигаться вот в сторону уменьшения этих значений, и сейчас мы как раз к нему перейдем. Для того, чтобы создать нашу оптимизацию, мы выбираем вот здесь вот New Optimization и называем это NLPQL. В Мизиме представлены две возможных техники оптимизации. Это алгоритм NLPQL и генетический алгоритм. NLPQL или Non-Linear Programming Quadratic Algorithm заключается в том, он построен на множителях Лагранжа. Смысл его заключается в том, что определяется градиент функции, то есть направление ее наибольшего уменьшения в данном случае, так как мы минимизируем данную функцию. Определяется этот вектор, исходя из производной вот этих вот целевых функций по, соответственно, нашим переменам диаметру и давлению. И алгоритм по шагам двигается в сторону уменьшения данной функции, соответственно, тем самым уменьшая вот эти вот значения наших переменных. В результате мы определим какой-то минимум. Но это может быть как глобальный минимум, так и локальный минимум, в зависимости от того, какими граничными условиями мы, собственно говоря, с вами руководствовались. Поэтому в качестве первого приближения мы можем определить локальный минимум, а затем мы будем использовать генетический алгоритм, который уже будет формировать область точек, пространство точек и исследовать все возможные решения, и там мы уже можем выбирать. Соответственно, в данном случае мы используем алгоритм NLPQL и приходим к его настройке. Мы
будем использовать в нашей оптимизации такие параметры, как диаметр и давление газораспределительной станции, длины мы использовать не будем. Соответственно, как мы определили для диаметра наименьшее значение 18, наибольшее 35, да, по диаметру. И дефолтное значение ставим 35, так как он будет уменьшать значение и диаметра, и давления. В данном случае давление 10, будет минимальное 2,5, а здесь у нас, соответственно, будет 10. Как мы видим, это уже случай много критериальной оптимизации, потому что у нас, во-первых, оптимизируется как расход, так и давление, да при этом еще участвует в этом параметры, соответственно, диаметра и давления. Оптимизатор, грубо говоря, он не знает, что лучше ему выбрать. Может быть, ему побольше давления сделать, при этом сделать поменьше диаметр или, например, наоборот, побольше трубу, но при этом, чтобы давление в газораспределительной станции было поменьше. Он этого не знает. И в этом случае, данная оптимизация, она будет проводиться в дальнейшем в P7, и вам в дальнейших наших шагах будет понятно, что в принципе такие оптимизации, они не проводятся в AmiZim. Для этого нужно определенный параметр ценности, скажем так, вносить того или иного параметра. Далее мы, как я уже сказал, создали так называемые констрейнты. Дело в том, что если мы только бы создали flow rate globe mean, pressure globe mean, мы бы не могли их одновременно и минимизировать, и ограничивать. А если мы создаем дополнительную функцию, которая их ограничивает, то мы можем это делать. Соответственно, flow rate у нас должен быть не меньше 2,2, а pressure не меньше 1,5 бара. Соответственно, мы можем проводить оптимизацию, запускаем ее. Да, и что мы можем видеть? Мы можем видеть, что оптимизатор добился какого-то решения. По давлению он достиг этого нижнего уровня, равного 1,5 барам, да, и в то же самое время расход у него порядка 11 грамм в секунду, что достаточно много. Соответственно, как он действовал? Он уменьшал диаметр и он уменьшал давление. У нас не прописано то, какой из параметров для нас наиболее важен в качестве условия, поэтому он двигался с определенным, грубо говоря, шагом и быстрее уменьшал, как мы можем видеть, диаметр с 35 до 22 мм. Но мы с вами понимаем, что, например, может быть, я хотел бы диаметр 20, а давление, например, 9 сделать. Да? То есть такой вариант тоже возможен. Это не является в данном случае каким-то глобально лучшим решением. И для того, чтобы исследовать всю область точек и примерно понимать, в каких диапазонах мы сможем с вами работать, для этого должен проводиться анализ глобальной оптимизации с использованием генетического алгоритма. Для того, чтобы генетическому алгоритму было легче работать, на основании случайных распределений пространства, формирования пространства точек, существует алгоритм, так называемый Монте-Карло, да, который будет формировать область нашего будущего решения. И на основании этой области затем будут формироваться точки. Мы не зря провели это исследование, потому что мы его в дальнейшем будем использовать как начальные данные для нашей глобальной оптимизации. Соответственно, его назовем Монте-Карло генетик алгоритм. Sampling метод, соответственно, существует рандомное распределение, существует латинский гиперкуб и оптимизированный латинский гиперкуб. Вы можете это посмотреть в интернете, как он выглядит, или, соответственно, в help есть информация по поводу данных распределений. Количество ранов выбираем 100. В данном случае мы будем сейчас с вами варьировать на основании этого пространства точек диаметра и давления. Распределение у нас будет не нормальное, не гауссовое, а равномерное распределение. Соответственно, значение у нас среднее пусть будет порядка, среднее такое 25 до 35, в обратную сторону, там, условно говоря, до 15, то есть амплитуда у нас будет 20, 10 туда и 10 обратно. Давление, соответственно, у нас будет 5, нормальная амплитуда, соответственно, тоже 5. Запустим данное исследование, перейдем, собственно говоря, к респонсам, и здесь у нас будет flow rate и pressure. То есть, как мы видели с вами из прошлого решения, нас прежде всего, конечно же, интересует конечный отклик как минимизация давления, а flow rate, в принципе, удовлетворяет данному условию. Да? В данном случае мы построили какую-то область точек, которую мы, собственно говоря, можем отобразить в так называемой вкладке Response Surface. Порядок данной модели, соответственно, можно выбрать. Определяются, соответственно, отклики в соответствии с данной формулой и, собственно говоря, коэффициентами, которые были определены в результате. И мы можем, собственно говоря, сохранить данную модель в нашу корневую папку, назвать ее, например, в данном случае у нас отклик это пусть будет pressure, потому что нас все-таки прежде всего интересует давление, а не расход. Сохраним его, RSM pressure назовем.
Далее мы с вами заходим в AddPlot. Здесь существует возможность создания графика вот как раз-таки данного response surface. В данном случае у нас параметры D и Pressure Station выбираются как variable, то есть это переменные, которые мы, собственно говоря, с вами используем. И Pressure Cloud Min — это response. Порядок модели, как мы его выбрали, он равен 6. И, собственно говоря, построим данную модель. Как мы можем видеть, по оси Z представлены, собственно говоря, наши отклики. Да, наш отклик, который является давление на участке B6. По оси X это диаметр, и по Y давление газораспределительной станции. И, в принципе, график недостаточно информативен. То есть мы можем видеть, что вот это вот пространство точек как раз-таки сформировано, и сформирована определенная модель возможного нахождения, да, нашего множества различных решений. Что мы можем сделать? Мы можем сделать его более информативным по уровню, и мы можем наблюдать как раз-таки про то, что я говорил, что в принципе на вот этом вот уровне, равном 1,5 бара, как значение давления по отклику, лежит множество решений с соответствующим, соответственно, диаметром трубопроводов и соответствующим давлением газораспределительной станции. То есть множество решений, в принципе, находится вот на этом участке. А остальные решения, которые находятся вот здесь вот выше, они также удовлетворяют этому решению. И наша задача заключается в том, чтобы в дальнейших решениях определить то решение, которое будет нас наиболее лучшим образом удовлетворять. То есть это может быть больше давление газораспределительной станции и меньше диаметр, или может наоборот больше диаметр трубы и меньше давление газораспределительной станции. Вот этим как раз таки мы будем в дальнейшем заниматься. И на основании данного распределения мы можем с вами провести, собственно говоря, оптимизацию, основанную на генетическом алгоритме, и определить какое-то множество точек, которые мы затем будем исследовать с вами, собственно говоря, в P7. Да? Соответственно, мы сделали уже с вами вот этот вот Response Surface Model, создадим новую оптимизацию, назовем ее Genetic Algorithm. Здесь в вкладке настроек данного алгоритма выберем генетический алгоритм. И я сейчас очень кратко объясню, в чем его суть. Генетический алгоритм — это очень интересный алгоритм, построенный на процессах эволюции. Смысл его заключается в том, что случайным образом формируется популяция так называемых особей. В данном случае мы ее можем задать, и она равна 100. А вот за один ран формируется одна популяция, да, равная 100 особей. Соответственно, все вот эти вот значения целевых функций, они сравниваются между собой, и 80% лучших решений, они оставляются. Остальные 20% они формируют новые точки, то есть добавляют к этой популяции, которая осталась 80 единиц, добавляют еще 20, которые там абсолютно новые, грубо говоря. Да? Соответственно, количество данных генераций, это можно задать, это порядка 20, но часто там выбирают, не знаю, 10, это уже в принципе достаточно. Существует еще также возможность мутации, что из вот этих вот 80 лучших решений еще 10% могут промутировать. То есть коэффициент репродукции и коэффициент мутации повышает как бы разнообразие вашей вот этой вот популяции. Да, больше точек разнообразных, но в то же самое время, если сделать там коэффициент репродукции, не знаю, 50%, то есть 50% остается, 50% это новые точки, которые затем формируются, и огромный коэффициент мутации, то выборка будет очень, как бы разнообразной, очень разнородной, и что-то будет сложно из нее выделить. И, соответственно, амплитуда данной мутации, там, 0,2 единицы. Сид — это, в принципе, номер случайных чисел, к которому вот эта вот мутация будет происходить. То есть, если вы, грубо говоря, проведете сейчас симуляцию, у вас будет сид равный единице, вы проведете новую симуляцию с этим сидом, у вас будет все то же самое. В свою очередь, если вы, например, измените вот это вот начальное случайное число, то популяция будет там другая. Мы загружаем нашу RSM модель нашего давления, потому что на основании нее будет формироваться вот эта область точек. Очень быстро будет она это делать. И в качестве входных параметров, соответственно, мы будем варьировать с вами давление, диаметр и давление в диапазоне, соответственно, там, от 18 до 35 мм. И давление от 2,5 до 10. В свою очередь мы используем вот эти вот начальные данные, равные 22 мм и 7,8 барам в качестве дефолтных значений. В качестве оптимизации, соответственно, у нас будет оптимизироваться давление, как я сказал, а flow rate, он, в принципе, и так будет удовлетворять при этих всех условиях, поэтому мы просто будем вводить ограничения на pressure constraint и flow rate constraint. Соответственно, flow rate у нас не меньше 2,2, а давление меньше 1,5. Запустим, соответственно, симуляцию. Мы можем видеть, он начинает формировать вот эти вот популяции. Пока он их формирует, 10 штук, мы можем пока вывести графики соответствующие. Для этого мы выберем plot type scatter plot, и здесь мы будем определять то, каким образом диаметр, собственно говоря, влияет на давление в нашей газораспределительной станции. Первый момент. Введем type вот этот, density, то есть он определяет плотность, как он распределяет эти самые точки. Затем мы введем scatter plot
Соответственно, pressure station каким образом влияет на pressure globe mean. И точно так же сделаем все для потока. Подвинем все эти графики. У нас сейчас идет 9-я популяция. Посмотрим конечное решение и проанализируем соответствующие результаты. Как вы можете видеть, на данный момент у нас есть определенная зона наибольших распределений. То есть, как я и до этого говорил, вот, например, при давлении 1,5 бара у нас существует некоторая зона возможных решений. Данное решение подходит, данное решение подходит, данное подходит, данное подходит. И все, которые находятся вот на данной линии, равны 1,5 бара. В свою очередь, по flow rate данная зона находится в порядка 10 грамм в секунду. Да, то есть это зона, которая, в принципе, нас удовлетворяет, вот эта зона. В свою очередь, по давлению газораспределительной станции мы тоже видим вот эту вот зону, равную 1,5 бара, и наибольшее распределение, равное вот как раз-таки вот здесь вот порядка 7,5 бара при газораспределительной станции. Соответственно, какой главный вывод, по сути, мы можем на данный момент с вами сделать? Что у нас есть некоторая область потенциальных решений, которые бы нас удовлетворяли при 1,5 бара, да, то есть это и 22, это и 23, в меньшей степени 24. И в то же самое время при 1,5 барах также нас удовлетворяет давление газораспределительной станции, равное, там, не знаю, 7,5, или сколько здесь мы сейчас посмотрим, 7,5, также 7, также 6,5, 6, то есть какая-то область вот этих возможных решений существует, и мы можем с вами, собственно говоря, ее в дальнейшем анализировать и принять во внимание в нашей дальнейшей многокритериальной оптимизации уже в P7. Потому что в данном случае я не могу вывести в параллельных координатах возможные решения и выбрать там, например, наилучшее. Да? При этом, значит, решение у нас было получено. Это 22 миллиметра, значит, диаметр, 7,28 баров давление газораспределительной станции. При этом давление там констрейт у меня порядка 1,46. Непонятно, почему он вышел за этот предел. И вот данное решение, по сути, нас устраивает. Но это одно из решений. Мы это с вами увидели вот на данных графиках, что существует некоторая область решений, которая нас удовлетворяет. И для того, чтобы вот их выбрать, для того, чтобы выбрать наилучшее по тем или иным причинам для нас, нужно провести дополнительную оптимизацию, которая как раз-таки будет проводиться в P7. Вот. Но примем данное решение как вот за факт, что, в принципе, это одно из решений, вот мы его как бы получили с вами, да. Коллеги, последний момент, который нам нужно разобрать, это что если давление газораспределительной станции будет не в виде конкретного какого-то числа, а будет переменным, то есть в виде определенного нормального распределения будет доступно в определенном диапазоне. Все газораспределительные станции таким образом работают, что нет вот конкретного давления, например, как здесь 7,28 бара, например, плюс-минус бар может колебаться данное давление. Соответственно, для этого мы также используем исследование Монте-Карло, называем Монте-Карло. В данном исследовании мы воспользуемся методом сэмплирования оптимизированный латинский гиперкуб. Количество ранов у нас будет 200. И мы, собственно говоря, посмотрим на примере нормального распределения Гаусса для давления, что будет, если данное давление будет находиться в диапазоне нормального распределения равного 1 бару. Соответственно, берем давление 7,28. Диаметр, конечно же, у нас меняться не будет, потому что мы его уже выбрали. Какой-то это металлический, собственно говоря, компонент, который никаким образом менять свои значения не будет. А вот давление может меняться. И нам интересны, соответственно, отклики в виде flow rate, globe mean и pressure globe mean. Запустим данное исследование. У нас будет 200 ранов, то есть 200 точек, которые сформируют какое-то пространство нормального распределения. Да? Соответственно, решение наше завершено. Я в данном случае просто выбрал нормальное распределение, равное 1 бару. Теперь мы заходим в функцию addPlot и, собственно говоря, выводим гистограммы для давления pressure station и для наших откликов, для flow rate и для pressure. Выводим их таким образом. Собственно говоря, что мы видим? Среднее значение нашего давления газораспределительной станции будем считать 7,28. Значит, одно нормальное распределение содержит в себе порядка 66, насколько я помню, процентов возможных решений. Два нормальных распределения – это уже порядка 97%. Таким образом, 7,28 минус единица – это получается 6,28 и, соответственно, 8,28.
вот в данном диапазоне решений находится порядка 97% всех возможных давлений, да, то есть оно может падать до 6,15 и возрастать до 8,40 условно, да. Какие же у нас будут отклики в данном случае? То есть flow rate, его среднее значение при значении давления при прочих равных для газораспределительной станции равно 14,75. Соответственно, нормальное распределение 1,86. Мы вычтем 14 минус 86. Получим значение 12,89. Это первое наше значение, вот где-то вот здесь оно будет. И 14,75 плюс 1,86. Это будет 16,61. Как мы видим, если наше давление будет колебаться вот в данном нормальном диапазоне, то 97% всех наших решений будут находиться все-таки в достаточно удовлетворительном для нас диапазоне от 51, скажем так, до 16,75. Следующий момент, что же у нас будет за давление? Нормальное распределение для давления в данном случае это 0,18. Среднее значение 1,82. То есть 1,82 минус 0,18 это значение 1,64. И, соответственно, прибавим. Это будет 2. В данном диапазоне находится тоже у нас 97% всех решений. Соответственно, мы с вами можем сделать какой вывод? Мы можем сделать вывод о том, что даже если наше давление может колебаться в рамках одного нормального отклонения, то с 97% вероятностью оно будет находиться вот в этом диапазоне. И, соответственно, мы все равно выдержим наши требования по давлению равному 1,5, не меньше, чем 1,5 на любом из участков. Соответственно, мы с вами можем сделать вывод, что в дальнейшем, если вы будете проводить оптимизации после многокритериальной оптимизации, вы выберете какой-то вариант, вы можете его также здесь прогнать и посмотреть при помощи нормального распределения, с какой вероятностью оно будет находиться в этом самом диапазоне. А на этом все. Второе видео подошло к концу. Всем спасибо за внимание и до свидания. Следующее видео будет посвящено многокритериальной оптимизации.